Всем привет, друзья! Сегодня пеку шоколадные пряники. Рецепту уже много-много лет. Пряники получаются нежнейшие, с насыщенным шоколадным вкусом. Мягкие, долго не черствеют, очень и очень вкусные. Вкуснее, чем магазинные. Продукты простые и доступные. Тесто готовится за несколько минут. В глубокую чашу отправляю 200 грамм сахара, 50 грамм кукурузного крахмала, чайную ложку соли, сухие ингредиенты хорошо перемешиваю. Добавляю сюда одно среднее яйцо, 300 грамм йогурта. Йогурт 10% жирности. Как только все продукты хорошенечко смешались, добавляю сюда разрыхлитель 24 грамма. В пакетике 16 грамм. Я использую 1,5 пакетика. Добавляю 60 грамм топленого сливочного масла. Из жиров в этом рецепте предусмотрено топленое сливочное масло. Это масло придаст пряникам насыщенный сливочный аромат. И пряники долго не черствеют. Масло дает мягкость тесту. Можно использовать обычное сливочное масло, но там присутствуют добавки, и пряники тогда у вас получатся не такие мягкие. Поэтому старайтесь следовать рецепту и использовать топленое сливочное масло. И также хочу сказать в отношении йогурта. Йогурт должен быть жирный. 10% жирности. Жидкая смесь, посмотрите, стала пушистой, воздушной из-за того, что мы добавили разрыхлитель сюда. Муку с какао хорошенько перемешиваю. И вот теперь эту шоколадную муку добавляю в жидкие ингредиенты. Замешиваю тесто. Вот такое мягкое, не липнущее тесто у нас получилось. Если вы начинающий кондитер-кулинар, что хочу сказать по поводу замеса теста, муку добавляйте постепенно, потому что мука у всех разная, клейковина муки разная, тесто не должно быть забитым, оно должно быть не липнущим, но очень мягким. Теперь тесту нужно будет дать хорошенько отлежаться. Я обычно это тесто замешиваю с вечера и уже с утра начинаю выпекать прянички. Ну, сейчас я тесто оставлю где-то приблизительно на 1,5 часа. Дам ему хорошенько отдохнуть.
Чтобы тесто сверху не заветрилось, не подсохло, накрываю полотенчиком. Можно также прикрыть пищевой пленкой в контакт с тестом. Отдохнувшее тесто не требует в работе муки. За время отдыха тесто стало еще мягче, очень нежное. Тесто делю на порционные кусочки весом 37 грамм. Каждый кусочек буду скатывать в шарик. Пряники буду выпекать в заранее разогретой духовке на 170 градусов. Сформированные изделия буду укладывать на лист, застеленный пекарской бумагой. Прянички получаются среднего размера. Если вам нравятся большие пряники, можете отмерять и по 40 грамм. Получается вот такой вот симпатичный шоколадный шарик. Пряничные заготовки укладываю на расстоянии друг от друга, на небольшом расстоянии. Первая партия пряников сформирована, отправляю в духовку. Испеченные горячие пряники сверху буду покрывать глазурью. Для глазури мне понадобится 3 столовые ложки свежевыжатого лимонного сока, щепотка соли, 1 средний белок, белок среднего яйца, «200 грамм сахарной пудры». Глазурь для покрытия пряников можно приготовить с добавлением лимонного сока и сахарной пудры, но мне больше вот нравится на основе белка, сахарной пудры и лимонного сока. Горячие пряники, покрытые глазурью, обволакивают, закупоривают тесто, и пряник внутри очень долго остается мягкий и не теряет своей свежести. Вот, посмотрите, вот такая глазурь должна у нас получиться. Цвет глазури должен быть белоснежный. Эта глазурь не осыпается на пряничках. И белки на горячих пряниках
завариваются, проходят термическую обработку. Яйца перед приготовлением любых кондитерских изделий советую всегда промывать. Я промываю в теплой водичке с добавлением небольшого количества моющего средства и питьевой соды. Можно в теплую водичку просто добавить уксуса и дать полежать яйцам, а потом хорошенько их промыть. Во избежание всяких болезнетворных бактерий рекомендую яйца всегда промывать. Вот так у нас симпатично получилось. Первая партия пряников готова. Закладываю оставшиеся прянички. Выпекала пряники при температуре 170 градусов 25 минут. Горячие пряники покрываю белково-сахарной глазурью. Посмотрите, какие они симпатичные получились, с трещинками. Очень важно глазурь наносить на горячий пряник, так, чтобы она прошла хорошую термическую обработку, так как в глазури белок. После нанесения глазури прошло около 10 минут, она очень быстро застывает, плотненько держится, не растекается, не распадается. Охлажденные пряники буду укладывать в бокс и хранить при прохладной температуре. Бокс должен плотно закрываться. Вот, посмотрите, пряники насыщенного шоколадного цвета, а вкус это просто блаженство для тех, кто любит шоколад. Поэтому непременно пеките, это очень-очень вкусно. На сегодня все, всем пока и до следующих встреч в новом видео.